Холодным вечером в конце декабря снег падал медленно, будто устал. На окраине небольшого города Вестон стоял старый дом, где жил Джон Миллер, человек, когда-то знаменитый, теперь прикованный к инвалидной коляске. Когда-то он управлял компаниями, путешествовал по миру, знал, что такое власть. Теперь его дом был тих, а жизнь безликой чередой дней. Он сидел у окна, слушая, как часы безжалостно отсчитывают секунды. Прошло 20 лет с того дня, когда авария лишила его возможности ходить, и все, ради чего он жил. Деньги и связи давно перестали иметь смысл. Даже тишина стала тяжелой. Но в тот вечер все изменилось. Раздался легкий стук в дверь. Не звонок, робкое постукивание, будто кто-то боялся нарушить чужое одиночество. Джон нахмурился, но все же поехал к двери. За стеклом стояла маленькая девочка, лет 7, с красными от холода щеками и растрепанными волосами. «Мистер», — прошептала она, — «можно немного еды? Остатки, если есть». Он опешил. За долгие годы к нему никто не приходил просто так, только врачи или курьеры. «Почему ты одна?» — спросил он. «Мама на работе», — ответила девочка. «Мы живем напротив, а я проголодалась». Джон вздохнул и вернулся на кухню. В холодильнике стояла еда, к которой он даже не притронулся. Он сложил ее в пакет и отдал девочке. «Спасибо, мистер», — сказала она, прижимая пакет к груди. «А хочешь, я дам тебе кое-что взамен?» Он усмехнулся. «И что же ты можешь мне дать? Я могу помочь тебе снова ходить». Эти слова пронзили его как ток. Он хотел рассмеяться, но не смог. Девочка говорила спокойно, без тени шутки. «Это невозможно», — сказал он хрипло. «А вдруг нет?» — ответила она. «Главное — верить». Она улыбнулась и убежала, оставив его в растерянности. Но в ту ночь Джон долго не мог уснуть. Что-то теплое и забытое шевелилось внутри. На следующее утро он проснулся от странного ощущения, легкое покалывание в ногах. Он не придал этому значения, но чувство не исчезало. Когда девочка, Лили, пришла снова, она сказала: «Сегодня попробуем. Только один шаг, мистер Джон». Он рассмеялся, больше от отчаяния, чем от веры, и все же послушался. Его пальцы сжались на подлокотниках коляски, мышцы дрогнули. И вдруг он почувствовал пол под ногами. Настоящий. Он поднялся, неуверенно дрожа, но стоял. «Я стою», — прошептал он, не веря сам себе. Лили сияла. «Я знала, что ты сможешь. Когда сердце просыпается, тело вспоминает, как жить». Слезы текли по его щекам. Он сделал один шаг, потом второй. Мир вокруг будто засиял. Солнце пробивалось сквозь окно, золотя комнату, где когда-то жила только тьма. Мать девочки, Эми, вошла в кухню и замерла, не веря глазам. «Господи, ты стоишь!» «Да», — сказал Джон, — «стою. Благодаря ей». Лили взяла его за руку. «Теперь будем учить твои ноги бегать». Джон рассмеялся, впервые за 20 лет. Смех был чистым, настоящим, полным жизни. Он понял, что чудеса существуют. Они не из магии. Они из веры, когда кто-то смотрит на тебя не как на сломленного, а как на человека, способного встать и идти дальше.